Просто бред какой-то. Ну, поехали. Я хочу посмотреть. 90 просто ни о чем. Просто кто не знает, сейчас мы как раз выбираем. Да, эту. Да. Дно. Можно просто сразу мне отдать первое место и все. Что-то твой гольф не едет. О, твоя Audi R6. Ведь Это она же лайк. лучше. Какой выхлоп? Вот эти, кстати, ребятам вот респект на самом деле за канал. Надо подписаться и колокольчик прожать. Вы тоже не забывайте подписываться, колокольчик прожимать. Ребят, молодцы. Еще никуда не поехали, а он уже, видимо, победил. Заводите своих женщин дома, ребята. Автомобиль запускает. Ваговоды великолепные люди вообще, адекватные, понимающие. Вы шутники вообще просто. Всем привет, меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSC Off. После последней зарубы М5 против 911 Turbo S, против Audi R8 V10+, Я думаю, что сейчас у Мерс... меня буквально разорвало пятую точку. А все почему? Потому что мне писали... Мое мнение, что сейчас Мерс просто в тряпке разнесет как минимум RS6. Не знаю, почему я так думаю. Жень, привет. Не знаю, Сергей почему я так Савинов. Привезли своих монстров, чтобы мы устроили зарубу одноклассников. Я прям Причем почему-то не вот- тюнинг против стока, а тюнинг против тюнинга и против тюнинга. Какой тюнинг лучше и какая машина быстрее, мы узнаем Вот это интересно. сегодня. Но прежде давайте разберемся, что и какие машины привезли нам эти ребята. Жень, тебе слово. Я привез Audi RS6, уже всем известную, в принципе. Stage 2 плюс. Stage 2 это 760 800. сил, слабее тебя на, посчитаем по математике, на 45 сил, 760, да? тяжелее тебя. Сколько твоя машина весит? 1960. 1960, моя 2 тонны 60 килограмм, плюс ты... Ты понимаешь, какое количество Плюс отмаз? ты, Вот сразу. плюс ты, да, просто. да, да, плюс ты жирненький, поэтому еще один ключевой момент. Я еду на ТОЭ, но правда... На полусликах. На полусликах, от которых уже практически ничего не осталось. Они дохлые, то есть Зачем ты зацепа не приехал будет. тогда? Грамм ты спорт нет, самое главное. Езжай домой просто. Машина старая, уже не устаревший кузов, на хреновых Да, шинах кстати, этот приехал. момент очень важен. Полный выхлоп Милтек с даунпайпами, дополнительный радиатор охлаждения на систему впуска, это больная тема на 4.0, впрыск водометанола, доработанный ТНВД, 2 насоса в баке, нулевик КН в штатном месте. Я вам, значит, рассказываю. Там, когда он гашетку будет жать, там, короче, в баке прям, блядь, воронка вот такая будет. Вот так вот там будет, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так. Вот так вот будет там. Я вам просто гарантирую. Мотора коробки от компании VS Performance, в принципе, все. Что примечательно, ребят, мы договорились и заправились все Помянем. вместе на одинаковой заправке с одинаковым топливом сотым. Какая фирма, я не буду Сотым. называть, это не имеет значения. Ну, Окей, ясно. разобрались. Сереж, тебе слово. Е63 213 кузов. Е63С, на всякий случай. S, вот это важно. Серегина, что означает, да? Это чё такое, блядь? Это чё это тут такое я увидел на новой машине? Ау? Это чё? Ржавчина? Грязь? Напишите-ка в комментариях, как вы думаете, что это такое? Чё-то уж больно похоже. Да ну не может быть, это... Вы чё, ёпта, ему сколько, год-два этому Мерсу? Ну, на самом деле, мне похвастаться... Да не, я не Alpine, верю. У меня только чип и пайпы. Без кат, в принципе, больше нет ничего. Поэтому, вот смотрите, на стоковый лук. Будем, значит, добавлять ногами, чтобы вас объехать. Сколько сил на стоке? стенде показала? 750 сил она показывает на стенде, но в жаркую погоду до 715-720 она откатывается. А какой вес у тебя машины? 2,050, 200. То есть вы понимаете, да, опять же, Одна из самых читерские ходы тяжелых. Гурама. Почему читер? Я что могу с этим А, поделать? читер! Объясни мне, Вот пожалуйста, сука. что я Что могу... ты можешь поделать? Картошку себе загрузить? 3 мешка закинь себе цемента. Ясно все. Давай так, мы заедем, Так, и я потом посажу еще одного пассажира. почему одного? Ну, потому что 100 У килограмм. меня 13-го года машина, А двоих ты сажаю. патрубок поменял? Нет, а то опять сейчас будем мы тут Да, да. Самое ковыряться, главное, чтобы у тебя зальёшься прошивка не трассы. слетела, понимаешь? Ладно, надо ладно, это. сейчас подожди. Можно я расскажу? конечно. Сейчас Сейчас в я том, маленько что скипну. именно вот эта машина, это Audi RS6, стала в этом году, ну, Audi RS6 и Евгений Юмаев, разумеется, обладателями Кубка России по драгрейсингу в классе FSL.
прежде чем мы скинемся и решим, кто как с кем заезжает, я хочу устроить небольшой баттл выхлопных систем. Как вы на это смотрите? Вот Можно это интересно просто сейчас сразу мне будет. отдать первое место и все, я думаю. Ну, можно сразу сказать, что у меня будет самый хреновый звук, но давайте Но на самом деле Мерседес сейчас просто дает защику сразу всем по выхлопу 100%. Прям давайте просто 100%. все вместе послушаем, а подписчики напишут в комментариях, какой звук им нравится больше. Здесь даже без спора. Он причем по-другому звучит, на самом деле. Не то. Звук послушали? Напишите свое мнение в комментариях, какой вам понравился больше. Но, на мой взгляд, конечно же, королем выхлопных Да не, систем мерз, традиционно мерз, является... Audi RS6. Отличный Откуда городской голос-то? Ты ее выхлоп, даже просто завести не смог, замечательно. по-моему, Да, на она этом будет соревновании. Тесла какая-то Заводите просто. своих женщин дома, ребята. Автомобиль запускает. Вы два взрослых автомобилиста, Нет, такие сюда. вещи Короче, говорите. самый крутой звук, на мой взгляд, у Е63, второе место RS6, третье место М5 F90. Ваше мнение в комментариях. Да нет, ну на самом деле, как по мне, у них разные звуки, но Бэха тоже классно звучит. Ну давайте будем объективными. Но второе место точно, как минимум Бэха. То есть... Ну давайте сделали. Как бы вы, ребят, поставили? Ну, здесь спорно, здесь на вкус и цвет. Я просто знаю, как в реале все эти машины звучат, и я не знаю, мне у Мерса больше нравится, честно, звук. То есть, ну, Моё конкурс мнение. выхлопных систем. Как звучит. Давайте, кто сколько картошки погрузит в машину. Ну в чем-то тоже Женька должен выиграть. пожалуйста. Давайте, есть картошка? у кого с собой есть картошка у кого-нибудь? У него, собственно говоря. Ну, у него и есть. короче, я подскипну AMG чуть-чуть. последнего поколения, 200 Они картошку Заходим закинут. на автору, ищем марку Mercedes-Benz, ищем E-класс AMG. Выбираем Мне интересно, где они будут 63 AMG, ездить. версия S. А ну-ка. Нужен идеально синхронный старт. Да, Идеально да. синхронный старт. Чтобы все было максимально честно и объективно. Первый заезд. Вот это интересно. Не синхронно. Мерс уехал первым. Пока-пока, Сережа! Скорость 190, 210, два корпуса, 240, 250, 260 есть. Оно, знаешь, Чуть-чуть я У меня- затупил на старте, но тем не менее ну, до 100, наверное, 30 Сергей был впереди, дальше я обогнал, и к полумиле преимущество было, наверное, корпуса где-то 3. Кстати, я уже предвосхищаю ваши комментарии, дорогие подписчики, что это не едущая Е63, что она плохо сделана. Так вот, ребят, это Е63 AMG самая быстрая в России по официальному хронометражу. На гонках Сергей показывал 10,4 секунды. Быстрее ни одной Ешки на гонках в Российской Федерации не было. Не было. Поэтому не пишите, что это не едущая Е63, потому что это как раз самая едущая Е63. здесь очень тут интересно. Ну-ка, Идеально второй. синхронный старт. Он прям уходит. Скорость 210. Он где-то уходит на 200. 240, 250, 263 корпуса. Больше. Там 3 с лихвой. Я доволен. Это сколько в Бэхе они сказали? Сколько он говорил в Бэхе в начале видео? Тут, понимаешь, здесь вот эти вот все вот мелочи, то есть, когда уезжают на корпус, на 2, тем более, когда они под тюнингом, 800 плюс. 800 плюс на Бэхе. А что они тогда, подожди, вообще, в принципе, гоняются? И 1900 килограмм, 850 сил, типа, в чем кайф гонок-то, подожди? Машина едет. Типа, Но старт, конечно, у Ешки, я снимаю шляпу. Ешка, Очень да, бодро уезжает. стартует. Надо что-то делать, ребята, которые занимаются тюнингом Мерседесов. у этого 813, 850, а в Мерсе 750. Ну, как-то не знаю, без Займитесь уже комментариев. нормально прошивками, чтобы не было стыдно за эту машину.
Ведь она же лучше. Какой выхлоп? Все отлично. А прошивку победить не У нее можете. салон поинтереснее. Ну, не знаю, вопрос. Мерс Опять я стоковый. проспал старт. Но он почти стоковый. Пока Е63 AMG. Ну, не знаю. Здесь, вы понимаете, здесь вот настолько спорно все. Вот настолько вот... Вот так вот все, понимаешь? То есть, не знаю. В стоке я еще соглашусь. То есть, ну, в стоке я соглашусь полностью, что тачки надо в стоке проверять. На одинаковой резине, на одинаковой поверхности. Да, вот это интересно. Здесь очень... Ну, мне просто интересно по секундам, сколько они едут. 260, 270, 280. Достаточно. Видишь, она дальше уже не уезжает. Что это было? Камера моя слетела. Опять GoPro слетела! Хрена себе, там GoPro-шка. Делаем ставки, выжила или нет. Нормально, с 280 камера улетела, 270 где-то. Вот она, бедолага. Она чуть-чуть Бедолашка. быстрее. Чуть-чуть побыстрее. Живая! Нормально. Живая! Молодец! Она просто у нас уже на 250, сейчас 270. Новые стандарты скорости ставим. Отлично. Молодец! Все бы так могли. Стринги дно, BMW дно. Ваксила. Уберите мужика Давай с полигона. Вообще сейчас А просто... кто это? Какой-то. Я не понял, там откуда это звук сейчас раздался из-под стола. Не понял я. нищеброд. Откуда там в ночи раздался? Вот он прям уезжает, знаешь, вот, ну, Дэд. 190, 200, 220, 230, 240, Очень спорно. 250. Очень спорно. Сережа, 4 корпуса сзади, 280, корпусов 5, 290. 4-5 корпусов где-то сходу с 50 км в час мы сейчас поехали. Уверенно М5 привезла. Интересно посмотреть на стоке. Очень мне интересно посмотреть на стоке эти машины. Надо будет глянуть видео, что вообще они делают. Это очень интересно посмотреть. Вот если поставить F90 и 63S, вот что они делают. Вот это очень интересно. Именно стоковые машины. Поэтому рано радоваться. Я на них на всех ездил. Подведу промежуточный итог. С Сергеем мы покатались. Исход, в общем, виден на видео. Но меня удивил очень стабильный и очень крутой старт с места на Е63. Ланч реализован очень хорошо, тогда, когда мне, как я уже объяснял, приходится переключаться самому, и порой я не попадаю в передачи. Сереж, тебе спасибо большое. Теперь мы с тобой вместе. Сначала я один, а потом с тобой будем наслаждаться заездами с Евгением. И обратите, пожалуйста, внимание, дорогие друзья, что у Евгения заботливо специальная стрелочка, которая указывает, где буксировочный крюк. А подкалывает он меня на тему того, где твой эвакуатор, а буксировочный крюк указан на тебя. Поэтому готовься к старту, готовь свой... Люди в чате, кстати, пишут, у тебя была Audi. Джесс, спасибо. Как бы ты бы рекомендовал ее к покупке? У меня была обычная А7. Год вообще с ней не знал проблем при учете того, что она была далеко не свежая. Но немцев надо всех брать. Это любой тебе владелец немца скажет то, что их нужно брать, смотреть по состоянию. Их за год можно убить просто в муку. Просто в муку. Просто. Прям вот я по X5 новому помню, когда он только вышел. Вот убит был в муку просто Мерседес. Вообще им не занимались. Не Мерседес, господи, Бэха X5. Поэтому немцев за ними нужно смотреть. То есть они требуют деньги, они требуют уход, они требуют своевременное ТО и так далее. То есть, ну, их надо чекать, ребят. В предварительных фотографиях, и будем надеяться, что она будет ехать У меня очень много. достойно. У меня из BMW, у меня из немцев было Е46, Е70, Е71, это X5, X6. Что у меня еще-то, подожди, было? Ну 3, наверное. 3, да.
3. Причем 2 последних дизельные были. Со своими соперниками. Так, ну что, я готовлюсь к заезду с Евгением Юмаевым, он же Юмайчик, он же ВАК Плюс, он же владелец стероидной Audi. Да это не Audi, это стероидный Volkswagen Golf. Мы заедем с ним с места исходу, как и всегда. А потом, если будет моя безоговорочная победа, как мы уже и договорились, я посажу к себе в машину Сергея Савинова, который весит более 100 килограмм. Это уравняет наши массы и посмотрим, каков будет исход. Я бы, знаешь, что посмотрел? Я бы посмотрел на другое. Ладно, сейчас давай глянем. Так, чуть-чуть уезжай. Юмайчик, ты там на газ нажал вообще, дружище? Скорость 190, скорость 200. Скорость 230, 240, 250. И она теряться, Где видишь, там начинает. Volkswagen Golf, мой любимый? А вот он сзади отстает, красивенький, с наклеечками всех партнеров. Я просто на его лицо сейчас хочу посмотреть. Жек, что-то твой Гольф не едет. О, твоя Audi R6. Сколько у тебя 102 сейчас было? 6,1 вообще. 6,4 у меня, так что у меня все хорошо едет. У меня стабильно едет машина. Стабильно? Стабильно. Я даже не знаю, что ответить ему на это. Да ничего не отвечай, брат, поехали еще раз. Вот как его после этого назвать? Кто бы что ни говорил, моя старушка просто вообще космический аппарат. Я могу положить 10 мешков картошки и очень быстро их телепортировать с точки А в точку Б. Гурам максимум, что может посадить 4 телок себе в машину, с которыми он не справится. Что-то Витус звонил, ладно, чекнуть. Одновременно. Синхронный старт. Едем ровненько, чуть-чуть и уезжает. Прям самую малость, прям вот. Сейчас лучше Женя поехал, но это ему не сильно поможет. Скорость 230, 240, 250, 260. Уезжает. Корпуса также. Уезжает. Чуть провафлил я на переключениях, но сути дела это не поменяло. Абсолютно синхронный старт. И Женя держался где-то до 150 на равных. Надо опять же отдать должное, что и на Audi RS, и на 63 AMG отменный старт с места. В плане старта с места и в плане простоты исполнения хорошего старта с места, пожалуй, и Audi, и Mercedes лучше, чем BMW, потому что на BMW на тюнинге приходится переключаться вручную, и очень сложно поймать этот момент. Вы едете менее 3 секунд до 100 км в час, и за 3 секунды вам нужно попасть в 2 переключения между первой и второй, и между второй и третьей. Какой довольный, вы посмотрите. А? Ты доволен, пупсик? Я просто от себя хотел, знаете, что добавить? Я вам объясню, ребят, когда я проехал сейчас по всем этим тачкам, да, покатался, почему именно взгляд остановился на Мерсе? Я вам скажу, никогда у меня не было Мерседесов, вообще никаких. И вы знаете, я когда в него сел, во-первых, мне нужна тачка комфортная, то есть реально комфортная. Во-вторых, эта машина должна быть универсальная. То есть она должна быть и, как вам объяснить, и по городу, чтобы она ее, знаешь, она не дергалась, то есть чтобы она не подрывалась, знаешь, как на этом вечном бесконечном вот этом вот подрыве. Поэтому здесь вот очень тонкая грань. То есть если садиться вот в эти 3 тачки, давайте я остановлю, мне интересно, что они говорят. В бэхах, вот мое мнение, наверное, было бы мне лет 23-25 и были бы бабки, я бы купил бэху. 100%. Сейчас, вот я сажусь в Мерс, он мне больше нравится в салоне. Просто больше нравится. Это просто мое мнение. Просто, то есть, мое мнение. Поэтому здесь вот, я не знаю, ребят, здесь не смысл в том, кто быстрее с места уедет. Не в этом смысл. Нужна тачка универсальная, чтобы она и наваливала, и чтобы она комфортная была, удобная. И надежная, это очень важно. Ну, надежный и, типа, надежный и немцы, это сложно. Довес. Каждому свое, да. Получится что-то с этого или нет. Это один из немногих моментов, на самом деле, когда я даже не могу сказать, что RS6 плохая машина. Ничего подобного. Очень крутая тачка. Бэха
крутая. Ну реально, ну что говорить крутая. Да так же и Мерс, ребят. В Мерс я сел, я как, ну, тачку эту заново открыл для себя. Потому что вообще не знал. Интересная. А потом еще кого-нибудь ему посадим. И еще кого-нибудь ему посадим. И будем сажать к нему в машину до тех пор, пока он не про***т мне. Сажай Серегу, уравниваемся по весу, идем, уравниваемся по мощности. Ты Давай. охренел, что ли, Будь совсем? мужиком, давай, у тебя крутая BMW, давай сажай двоих. Не-не-не-не, Давай, я чё посажу нет? только Серегу. Что ли? Нет, то, что твоя машина не что ли, может а? выдавать мощность, это не проблема BMW. Блять, грамотно. Грамотно. Проспал старт. Едем, едем. Не, Рядом. Бэху есть, Ром. Уезжает. 200 плюс уедет. Пока-пока, Жень. 200 плюс он бы точно уедет. Я сейчас просто еще Дему посажу в машину и буду зло, чтобы у нее просто очков взорвалось от злости. Ну-ка, подожди-ка. Да не, ну, ребят, там 800 плюс. О чем вы говорите? Там 800 плюс. Не-не, он уедет. Сука, держится, давай. 200 плюс он уедет. Да Я говорю, вот. ему это не поехали. поможет. Volkswagen Golf не едет. Не, ну зря все равно он так в Ауди. Тоже самолет, конечно, крутой. Именно Что он RS6, теперь не RS7, а скажет? Мне RS6. просто интересно, что он теперь скажет. Двоих людей я в машину посадил, что еще мне сделать? Мы сажаем еще одного человека к тебе и А будем что мне ездить. еще сделать? Можете 92-й бензин залить? Залезь соляры себе. И просто хватит Соляра, понтов. облей свою Ты, между машину, прочим, сожги только ее, что сожги накатался. машину, сожги Ты накатался. машину. Извините, ребята, это просто богодрочер, абсолютно типично, не умеющий проигрывать, не умеющий признавать поражение. Вот Сергей сидит, достойный человек, признал, да, вопросов нет. А этот дрочер, я как раз про тебя говорил. Да? Да. Что ты интересно Я сказал? говорю, ваговоды великолепные люди вообще, адекватные, понимающие. Да не, ну хорош. Все-то эти тачки, они очень достойные. Очень достойные. Объясню свою точку. Вот я считаю, вот такой вот должен быть кадр. Они все должны стоять в одном этом. Мое мнение по поводу Porsche. Я вам примерно объясню, что и как, да. То есть, почему вопрос стал с Porsche Turbo, который не Turbo S, а Porsche Turbo. По комфорту тут даже близко вообще никто со мной спорить не будет. Конечно, если сейчас поставить четвертым Porsche турбовый, да, в хорошей, я так скажу, в хорошей комплектации, близко там никто, конечно, стоять не будет, потому что Porsche это Porsche. Но есть одно но, очень серьезное. То, что вот эти тачки стоят, я бы сказал, на порядок, на прям конкретный порядок дешевле, чем тот же самый Porsche. Потому что турбак новый, я сейчас беру новые тачки, турбак новый стоит что-то, по-моему, там 12-13. Что-то вот как-то вот в этом вот диапазоне. Поэтому делайте выводы, господа. Это такой тут вот, понимаешь, спорный Так момент. вот, наши веселые старты завершены, и я хочу предоставить слово самому адекватному среди нас, самому великовозрастному, это комплимент, и самому здравомыслящему, потому что очевидно, что из нас троих самый долбанутый, конечно же, я. Сереж, Обиделся ты стоит видел бачка. заезды со мной из окна своего автомобиля, ты видел заезды с Женей из окна моего автомобиля, поэтому ты сейчас носитель самого большого вот количества интересно, что они информации. скажут. Тебе слово. Ну-ка. Ну, слушай, Гром, на самом деле BMW едет лучше, чем наши два автомобиля. И это объективно, и это чувствуется. Прошивка работает, то есть на температуру воздуха влияет меньше всего, потому что наши все-таки немного устарелые, да, но очень заслуженные автомобили чувствуют, реагируют погоду сильнее и все-таки и потяжелее, и ну, слабее, что уж тут говорить. Я думаю, что бой мы дали, заезды получились хорошие, красивые. Факт остается фактом. BMW на сегодняшний день в этом месте, в данное время, она оказалась быстрее. А вот здесь очень интересный донат мне сейчас кидает человек. Я даже его выведу на экран.
На самом деле, я не согласен с Гурамом. Во-первых, он сравнивает машину 15 и 19 года. Во-вторых, у Audi изначально сил меньше в стоке, чем у BMW. Вот это то, про что я, собственно, и хотел подвести. Ты понимаешь, вообще заряженные тачки, их сложновато сравнивать, понимаешь? То есть вот эти корпус 2 вот могут зависеть от всяких вот мелочей. Я вам так скажу, по результатам этого видео я не считаю, Поэтому, что Гурам, BMW держи краба. или Audi Спасибо. Вот хуже. сейчас это была реакция адекватного или человека, Mercedes или здорового Audi. человека. Теперь реакция курильщика. Жень, ну давай, рассказывай, давай. Тебе слово, давай, повесели людей. Я уже на самом деле тоже говорил, объективно, конечно, М5 F90 это на сегодняшний день эталон, скажем так, городских автомобилей, которые едут достаточно быстро и стабильно. Но если взять все три автомобиля, каждый уникален по-своему. Вот. Единственное, что меня привлекает в моем автомобиле, так как я фанат Audi, в том, что все-таки мой автомобиль, он выделяется в потоке за счет своей ширины. М5 F90 просто ни о чемное дно, которое как 520, точно такая же, один в один. Ешка только своим выхлопом уже просто заставляет дрожать сердца своих поклонников. Это тоже, Абрыготина, я не знаю, просто вообще какой-то кошмар. Здесь, пока он говорит про Абрыготину, я еще хочу кое-что добавить. А где вы в городе? Про город я вообще не говорю, потому что в городе я категорически никому не рекомендую гоняться, и это не шутка. Не потому что тут я на камеру говорю или еще что-то. Ребят, в городе, наверное, лучше не надо это делать. Где-нибудь за городом еще там где-то можно поднарушить. А вот в городе собрать пару остановок, это, такое себе. Не надо этим заниматься. Прям осуждаю такие вещи. Не забывайте все-таки то, что по дорогам и наши близкие могут ходить по этим же дорогам. И здесь я не соглашусь. Потому что мое мнение, в городе ты, где ты разгонишься? Где я у себя в городе разгонюсь 200? Потому что Бэха реально уезжает где-то после 150. Где-то. То есть, а здесь опять же, видите, это я со своей сейчас колокольни говорю. А вот если, допустим, кто в Москве живет, в Питере, там, естественно, у вас улица-то пошире. Да и места побольше. Поэтому, здесь каждому свое. Давайте так скажу. Каждому свое, и это лайк. Вот кто со мной считает, так же солидарен, я думаю, что, ребят, каждому свое. И у меня будет ко всем очень большая просьба. В комментариях, вот исходя из того, что я сказал, как вы знаете, ребят, сейчас мы с подписчиком поедем покупать тачку новую. Одну из этих 3. Турбак я пока что не рассматриваю. То есть пока у меня нет столько денег на него. Подскажите вот из того, что я говорил, не забывайте про удобство и комфорт в салоне, какую бы вы мне машину посоветовали. И самое главное, почему. Я обязательно почитаю комментарии и лайкну лучшие. Это очень интересно. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.